Всем привет! Видео про сброс межсервисного интервала Audi на примере A4B8. Сейчас мы сбросим сервисный интервал отдельно от масляного. Масляный интервал можно сбросить через бортовой компьютер. Сбрасывается только интервал замены фильтров, масляный сервис остается. Отдельно от масла мы можем сделать это через программу при помощи шнурка. Выбираем контроллер, выбираем на диагностической панели адаптация. Здесь нам нужен 55 канал. Читаем его и видим, что текущее значение 739. Исходя из всплывающей подсказки, один шаг равняется одному дню. 739 это сколько автомобиль проехал уже без обслуживания. У меня сейчас информация на дисплее бортового компьютера, необходима сервисная инспекция 9 дней назад. Соответственно, я перекатал 9 дней. Машину обслужил, поэтому вот здесь указываю, что автомобиль проехал 0 дней без обслуживания. То есть он обслужен сегодня. Ставим тест, смотрим на экран и видим, что до следующего сервиса 730 дней. Отлично. Нажимаем сохранить. Мы закончили с 55 группой. Далее вводим 53 группа, нажимаем кнопку читать. Здесь мы видим значение 18 и здесь же подсказка. Выходит, что нам нужно умножить на 100. Получаем 1800 без обслуживания машина ездила. Здесь ставим 0 без сервиса, то есть на фильтре двигателя автомобиль прошел 0. И смотрим через 30 тысяч сервис. Этими двумя группами вы себе не собьете масляный сервис, если вдруг он у вас отличается. А масляный сервис мы сейчас сбросим через меню бортового компьютера. Нажимаем на клавишу Car. Далее при помощи скролла выбираем пункт меню периодическое техобслуживание. Прокручиваем меню в самый низ. Находим пункт «Сбросить замену масла». Нажимаем на этот пункт и подтверждаем сброс интервала замены масла. Сервисные интервалы сброшены. Мы видим следующие значения на дисплее бортового компьютера. Следующая замена масла через 15 тысяч километров или 365 дней. Следующая сервисная инспекция через 30 тысяч километров или 730 дней. И рассмотрим, как проверить уровень масла в Audi A4B8 кузов. Нажимаем на кнопку Car. У нас на панели появляется меню. Выбираем при помощи скролла уровень масла и подтверждаем. Это уровень масла, который находится у нас в памяти. И второй вариант проверки уровня масла. Для того, чтобы сделать замер уровня масла в двигателе Audi A4B8 кузов, нам нужно завести двигатель, прогреть его до рабочей температуры. После того, как мы прогрели двигатель до рабочей температуры, глушим двигатель и ожидаем порядка 5 минут. По истечению 5 минут открываем дверь. Дверь должна быть открыта. И открываем капот. И нажимаем на ключ зажигания. И нажимаем на кнопочку Reset. И наш уровень масла. Вот так просто можно зайти в сервисное меню и посмотреть уровень масла. И как видим, у нас есть разница в показателях между фактическим уровнем масла и уровнем масла, который есть в памяти автомобиля. Надеюсь, данное видео будет полезным. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи на канале.